Всем привет, дорогие друзья, с вами Чайка, и сегодня мы поговорим о недавнем патче 0.50, который в отличие от предыдущего действительно изменил Valorant. Riot продолжает прислушиваться к фидбэку игроков, а также оставляет комментарии к фиксам, чтобы мы могли понять ход мыслей разработчиков. Это очень крутой мув, который я хочу увидеть и от вас. Пишите под видосом, что в апдейте вам понравилось, а с чего вы сгорели. Начнем с самого главного. Разрабы убрали точность при ходьбе и при переходе с бега в полную остановку модели. Абсолютно все игроки получали в голову от пикающего челика, который в аркаде на мгновение остановился, но пока падает скорость, этого даже незаметно. Подобное убивало желание играть за защиту. Вы занимаете выгодную позицию с недефолтным углом, но все на смарку, потому что вам ставят хедшот на ноге. Я сотни раз ловил дизмораль от таких смертей, так же как от спрея шифтящих на дальней дистанции, и я очень рад, что теперь важен скиллозависимый стрейф, подобный к механике CSGO. Моим любимым пунктом в патче стало изменение оружия, потому что я со старта беты считал крутой фичей, что в Valorant можно купить ваншотящий вандал за любую сторону. И спустя месяц фрустрации от бегущих фантомов, я начал задумываться о переходе на темную сторону силы, и слава Одину, Riot изменили стрельбу. Теперь горизонталь спрея вандала в приседе на 15% точнее, что должно соответствовать остальным винтовкам. Эффективность тапа подняли с 4 до 6, а время восстановления снизили на 25 тысячных секунд. Аналогично фантому бафнули тап с 3 до 4, а время восстановления фантома, бульдога и гардиана теперь равно 0,35 секунд. Для меня спрей в тактических шутерах всегда был показателем потери контроля. Если игрок, видя противника, зажимает в пол, то у него явно что-то идет не так. Круто, что игра наконец-то стимулирует стрелять тапами и бурстом. Также апдейт пытается внедрить пулеметы, но Арес также плох относительно спектра за ту же цену, а Один лучше вандала только в простреле текстур. Я не представляю, кто покупает эти девайсы не ради мемов. Далее на очереди самое интересное – нерфы и бафы агентов. Во-первых, Сейдж, безусловно, самый сильный герой, которому порезали арбу. Ее длительность упала с 9 секунд до 7, а замедление с 65 до 50%. Представьте ситуацию, атака на 30-й секунде получает инфу об укреплении А и решает ротироваться на Б, где находится соло Сейдж. Она дает по очереди 2 арбы длительностью в сумме 18 секунд, и у вас нет никакого шанса успеть поставить плант. Уточню, что на это требуется 4 секунды, и ровно столько срезали у арбы, что в теории может выиграть раунд. Конечно, на практике важно на протяжении раунда выбивать скиллы, предугадывать любые сценарии и заходить на плант в полной уверенности, но это пример в вакууме, так что давайте переходить дальше. Стоимость и так дорогой стены подняли с 300 до 400 кредитов, что полностью меняет плейстайл, например, на пистолетке. Если раньше за атаку на том же бинде была возможность взять стену и юсп, перекрыть плент и контролить 9, а за защиту ставить стену на мид и уходить за плент, чтобы сейвово пикать и хилить с глубоких позиций. Сейчас же вы обязаны полностью уходить в саппорт и покупать 2 арбы, оставшись с классиком, потому что Френзи это оружие опенфрагеров, которое берется с легким армором и с целью в дальнейшем подобрать юсп. Сейдж по-прежнему тир 1 герой, потому что это единственный хиллер в игре. Но как ее мейнер я с уверенностью скажу, что она стала значительно слабее. Следующий в списке нерфов не менее сильный агент Сайфер. Его клетка теперь не замедляет, и противник может спокойно пушить, а кулдаун камеры подняли с 30 до 45 секунд. Это весомый нерф героя, потому что Сайфер часто играет роль соло-опорника, и теперь ему сложнее сдерживать раш-атаки в ожидании перетяжки тиммейтов. Игра требует от вас искать хитро выдуманные ранее камеры, которые будут сразу давать инфу о позициях атаки. При этом вы больше не имеете права сливать камеру на видных местах или байтить ими, потому что апнутая КД наполовину делает камеру крайне ценной обилкой. Омена хорошенько так бафнули. Ему увеличили продолжительность смока с 12 до 15 секунд и ускорили его полет. При этом подняли кулдаун, и теперь его нужно ждать 35 секунд. Что не так страшно, как в случае с Сайфером. В комментарии Riot говорят, что одинаковой длительностью смоков они хотят сделать Омена альтернативой Бримстоуну. Возможно, Омен сможет заменить его на Хевене или же будет дополнительным героем к Бриму на Бинде. Но без изменений фундаментальных основ я очень сильно сомневаюсь, что этот патч поменяет текущую мету. Имбовые герои станут более сбалансированными,
Но слабые останутся уделом матчмейкинга. Об этом я детальнее расскажу в следующем видосе, где освещу тир-лист агентов. Лужу Вайпер апнули в радиусе, что очень приятно. Потому что эта обилка не наносит значительного урона, и таким образом они поднимают ее юзабельность как элемент зонинга. Вместе с моликами Феникса и Бримстоуна эти три скилла теперь регистрируют урон чаще и выше, но меньше. То есть общее количество дэмэджа осталось прежним, но теперь банни-хоп через огонь не принесет особого профита. Далее по списку фиксы экономики. Я уже рассказывал о стене Sage, но еще больший нерв получил Феникс, флешки которого теперь стоят по 200. И если ранее я считал его лучшим агентом для форсбая, то теперь его обилка стоит столько же, как и у Брича, и тратить 400 не имеет смысла. Молик Брима подняли до 300, и я не согласен, что это настолько сильный скилл. Мина Рейс теперь стоит 200, а прыжок Джет наоборот 100. Хоть эти скиллы на практике выполняют функцию буста, фикс верный, ведь Рейс также наносит урон, и странно, что такой цены не было изначально. Но это все мелочи, если мы посмотрим на следующий пункт. Максимальное количество кредитов урезали на четверть, и теперь вы не получите больше 9000. Это круто, потому что после проигранной пистолетки эко первого закупа перевернуть половину казалось слишком сложной задачей из-за сноубола экономики противника. Теперь преимущество держится в рамках 2-3 раундов. Кратко расскажу об апдейте карты Split. Барьеры защиты сместились ближе к плентам, что позволит атаке легче занимать мид и использовать удобные лайнапы для раскида Беза, Сейдж и Вайпер. Этот фикс был сделан потому, что за месяц на киберспортивных турнирах Сплит по статистике пикался почти в половину раз реже, чем Bind и Heaven. Посмотрим, как баланс контроля мида сыграет на пикрейт. Но я как минимум рад, что Вайпер больше не сможет давать бесячий ванвей до начала раунда. Ну и дефолтный ящик больше не простреливается. Последним пунктом райты пофиксили багованные камеры Сайфера и стрелы совы. Большое спасибо им за это говорят абсолютно все. А если вы хотите отблагодарить меня, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Увидимся через какое-то количество времени.